Всем привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. В данном видео мы расскажем, а самое главное покажем основные стойки стрелков из блочного лука. Для этого я пригласил действующего спортсмена и практикующего тренера Вячеслава Калугина. Этот парень стреляет в дисциплине 3D на мировом уровне. И на мой взгляд, он может очень много рассказать про стрельбу из блочного лука. Поэтому поехали! Привет, Слава! Привет, Антон! Это видео поможет как новичкам, так и профессионалам. Новичкам оно поможет стать быстрее на рельсы правильной работы с блочным луком. А профессионалам это поможет пересмотреть свой взгляд на стойки и выбрать более результативную стойку, чем есть сейчас. Друзья, если у вас есть возможность, то обратитесь к квалифицированному тренеру, он вам обязательно поможет. Если же у вас нет такой возможности, то смотрите видосы на канале Супер Арбалет. Ну, на самом деле, если у вас есть тренер, то тоже можете смотреть эти видосы. Сегодня мы рассмотрим стойки в тепличных условиях, то есть в зале на 18 метров на ровной поверхности, где нет ветра. А стойки в дисциплинах 3D, в филде мы сегодня рассматривать не будем, поскольку это тема на отдельный ролик. Если хотите увидеть видео про стойки в филде и в 3D, то ставьте лайк и пишите в комментариях. Обязательно увидим и сделаем. Существует 4 основных вида стоек в блочном луке. Это стойка в линию, полуоткрытая стойка, полностью открытая стойка и полностью закрытая стойка. Все эти стойки имеют право на жизнь и встречаются среди спортсменов абсолютно разного уровня, в том числе мирового. Основное, что нужно учесть при выборе стойки, значит, стрелок должен стабильно и устойчиво стоять на двух ногах, у него должен быть стабильно растущий результат, и стойка не должна вредить здоровью. Начинающим спортсменам я советую использовать классическую стойку, то есть стойку в линию. При данной стойке ноги стоят на одной линии, так же как и таз, на линии перпендикулярной щиту. При этом лучная рука и спина представляют из себя одну прямую. Мы видим, что рука, которая упирается в лук, и спина представляет из себя одну линию. При этом новичок может сам отработать эту стойку перед зеркалом. Для этого необходимо прицепить себе на футболку небольшой стикер, смотреть в зеркало, которое располагается перед спортсменом, и когда спортсмен растянулся, он должен увидеть в зеркале этот стикер. Минусами стойки в линии являются то, что очень сильно бегает мушка в мишени, но при этом среди плюсов можно отметить, что, во-первых, эта стойка очень проста в освоении, а во-вторых, это по сути основа, с которой очень легко будет переучиться на любую другую стойку потом. Далее я хотел бы рассказать про полуоткрытую стойку, поскольку считаю это наиболее распространенной стойкой в стрельбе из блочного лука. Суть ее заключается в следующем. Значит, в то время как в стойке в линии у нас ноги и таз стоят на одной линии, равно как и линия лучной руки и спины, в полуоткрытой стойке у нас левая нога немножко поворачивается, правая выставляется вперед. Таким образом, у нас таз встает в одну линию с ногами, и образуется линия между лучной рукой и спиной. Образуется угол. В этой стойке необходимо очень четко отслеживать положение лучного плеча для того, чтобы оно не выезжало вверх. Среди минусов полуоткрытой стойки можно обозначить то, что для нее требуется очень хорошая физическая подготовка, конкретно прокачанный верхний плечевой пояс. То есть нужно очень много отжиматься любым хватом, узким, средним, широким, и также отжиматься от брусьев, прокачивая трицепсы. Но при этом среди плюсов этой стойки можно отметить, что она гораздо более попадучая, чем, например, стойка в линию, поскольку мушка у нас не убегает из мишени, и происходит это за счет того, что у нас помимо спины еще подключаются мышцы рук гораздо более активно к процессу прицеливания. Теперь я вам расскажу про открытую стойку. Она также очень часто встречается среди спортсменов мирового уровня, особенно показывающих очень высокие результаты. Заключается она в следующем. Мы опять же отталкиваемся от стойки в линию. Относительно нее у нас смещается, левая нога поворачивается градусов на 30, и также правая выставляется, открывая корпус. Таз у нас поворачивается в соответствии с линией ног, и образуется угол между лучной рукой и спиной. Этот угол позволяет очень удобно приложиться таким образом, что прикладка не требует большого поворота головы. Среди минусов открытой стойки можно отметить то, что требуется гораздо больше физической подготовки, особенно верхнего плечевого пояса и корпуса, во-первых. И во-вторых, эта стойка очень сложна в освоении.
Однако она имеет существенные плюсы. Во-первых, гораздо проще целиться, поскольку подключаются мышцы рук, и прицеливание становится гораздо мягче. И во-вторых, гораздо удобнее можно прикладываться, не поворачивая голову, поскольку голова стоит уже ровно. Так, напоследок хотелось бы рассмотреть закрытую стойку. Эта стойка не очень распространена в стрельбе из блочного лука, но тем не менее есть спортсмены на мировом уровне, кто пользуется ей. Заключается в следующем. В то время как в стойке в линию у нас ноги и таз стоят на одной линии, которая перпендикулярна мишени, в закрытой стойке ноги доворачиваются, правая отставляется дальше, вместе с ними поворачивается таз. При этом лучная рука и спина либо остаются на одной линии, либо образуют обратный угол. Закрытая стойка может быть удобна некоторым спортсменам, и она может быть очень устойчивой, но при этом у нее есть ощутимые минусы. Во-первых, образуется очень большой момент кручения в спине, что может вызывать боли. Во-вторых, очень сложно удержать линию таза в нужном направлении. И также, если у вас мушка будет убегать из мишени, ее очень сложно будет туда вернуть. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели 4 основных вида стойки. Помимо них существуют еще промежуточные значения, когда, например, это уже не полуоткрытая стойка, но еще не открытая. Но подробно останавливаться на них я не вижу никакого смысла, поскольку, освоив 4 основных вида, вы легко подберете для себя любое промежуточное значение. Все, друзья, смотрите видео на канале Супер Арбалет, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!